Почему в Испании жена не может взять фамилию мужа? И почему вообще испанцы имеют две фамилии? И как они образуются? Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу ответы на эти вопросы. Ну что, поехали! Начнем сначала. Как образуются испанские фамилии? По правилам Испанского королевства, каждый испанец может иметь максимум 2 имени и 2 фамилии. Ну и меньше 2 фамилий тоже не может иметь. Вот так. Это не как Пабло Пикассо, который имел кучу фамилий и имен. Итак, начнем. Допустим, в семье папа имеет фамилию Гарсия Перес, и мама, допустим, имеет фамилию Лопес Круз. Значит, когда у них родится ребенок, неважно, будет это сын или дочь, они получат фамилию первой части от каждого родителя. То есть от папы они получат фамилию Гарсия, и от мамы получат фамилию Лопес. И получится фамилия Гарсия Лопес. Ну, как звучит прям как мыльная опера, какой-нибудь мексиканский сериал. И они не будут меняться. Единственное, есть такая оговорка, что сейчас, в последнее время, можно поменять порядок фамилий. То есть первое может быть не отца, а матери. К примеру, Лопес Гарсия. Такое возможно. Но когда испанцы женятся, они не меняют фамилию. Тут нет такого закона, нет такого права. Поэтому женщина тут никогда не меняет фамилию. То есть она может только поменять порядок, если ей хочется, чтобы фамилия матери была первой, а не второй. Но есть одна лазейка для девушек, которые очень хотят себе испанскую фамилию или хотя бы смешанную, испано-русскую. В этом случае просто нужно зарегистрировать брак в России. Это достаточно быстро. Там вы сами выбираете, какую фамилию принимаете. Принимаете фамилию, к примеру, Гарсия или Гарсия Иванов смешанная, там как вам нравится. И потом уже приезжаете в Испанию, легализуете тут документы, и уже у вас фамилия испано-русская или чисто испанская. Как вам идея? Я знаю, что некоторые так делают. Но рассмотрим вторую ситуацию. Если, допустим, смешанный брак. Русская девушка, например, с фамилией Иванова, выходит замуж за испанца с фамилией Гарсия Ромеро. Что же получится? У их ребенка, например, родится у них какой-нибудь Педро. Как вы думаете, какая у него будет фамилия? У него будет фамилия Гарсия Иванова. И не важно, что это мальчик. Для испанцев эта фамилия, она не меняет значение. То есть у нас это женский род, а для испанцев это не важно, она не меняется, неизменная. Но вы можете влиять, конечно, на это, если обратитесь в русское консульство в Мадриде, там напишите заявление. Ну и, конечно, не так все быстро, просто, но возможно. Конечно, если родится девочка, то проблем не будет. Но бывают также случаи, к примеру, наша вымышленная Иванова пожила в Испании, ей тут очень безумно понравилось, и она решила принять гражданство там через 10 лет. Естественно, по правилам страны она должна получить 2 фамилии в документе. И что вы думаете, у нее будет фамилия Иванова-Иванова? Так нет. Это зависит от того, какие фамилии имеет ее отец и мать. К примеру, если отец и мать имеют фамилию Иванов и Иванова, то да, у нее в паспорте будет так. Но если она, допустим, у Ивановой это уже ее не девичья фамилия, то есть она выходила замуж, может, развелась, и у отца и матери другие фамилии, к примеру, Петров и Петрова, то у нее уже получит он документ ДНИ, то есть гражданство, и в нем будет фамилия Петров-Петрова. И не важно, что она много лет прожила с Ивановой, то есть придется ей привыкать, как будто уже новый человек. Ну да, почти испанка. Для того, чтобы вам понять вообще испанцев, их темперамент, привычки, очень советую посмотреть фильм «8 баскских фамилий». Там рассказывается различия севера и юга, как раз на примере города Севильи, Андалусии и страны басков. И почему 8 баскских фамилий? Потому что считается то, что ты можешь быть чистокровным баском, если ты знаешь фамилии с 2 своих бабушек и 2 своих дедушек, то есть от каждого по 2, получается у нас 8 фамилий. То есть эти 8 фамилий должны принадлежать именно происхождению страны басков, не чисто испанские. Тогда ты можешь считаться, что ты 100% баск. Наверное, старшее поколение, может быть, кто-то слышал такую известную женщину, Долорес Ибаррури. Она как раз со страны басков, ее фамилия чисто баскская. Она была коммунисткой, активно сотрудничала с СССР во времена Второй мировой войны. И даже ее сын участвовал в обороне Сталинграда. Правда, очень рано и быстро погиб. Теперь ему стоит памятник в Волгограде. Но видите, звучание этой фамилии, оно не похоже на типичный испанский Родригес, Санчес, Перес, Гарсия. То есть такое звучание совершенно другое. И Баррури. И какую хотела я еще особенность рассказать о фамилиях.
то, что они также, в принципе, их происхождение, как и у нас. К примеру, есть фамилии Санчес, Гарсия, Родригес, Перес. Они все происходят от имен. То есть Перес — это Педро, Гарсия, там было имя тоже Гарсия, сейчас уже особо не слышу, Родригес — Родриго и так далее. Или, к примеру, фамилии также от профессий. Эрреро — это кузнец, как у нас Кузнецов. Или Сапатеро — сапожник, у нас тоже может быть сапожников. И бывают, например, фамилии, которые соответствуют происхождению. К примеру, Маркес, то есть это маркиз, но нет такого, как во Франции. Если вы ставите приставку «д», то означает то, что это какой-то высокий род. Нет, обычно «д» там может быть город после этого написан. Там «де Саламанка», к примеру, Маркес де Саламанка. Это я сама придумала, но такие фамилии бывают на самом деле, очень часто там с «д». Особенно какие-то старые. Друзья, надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное об испанских фамилиях. Если вам видео мое понравилось, то поставьте лайк. И я вас жду в следующем выпуске. И еще обещаю сделать в будущем новое видео об андалусийцах. Почему я их люблю, чем они отличаются от остальной Испании, в чем разница между Севильей и Малагой. Вам было бы интересно это узнать? Пишите в комментарии. Ну что, до встречи, пока!